Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня мы начнем с вами вязать вот такую шапочку. Как я и обещала в прошлом своем видео, что я обязательно сделаю мастер-класс по этой шапочке. И вот как бы пришло время, и мы попробуем с вами связать вторую шапочку вместе. Значит, ушло мне на эту шапочку около чуть больше 100 грамм ниточек. Вот сейчас я буду использовать другую пряжу немножко, я вам расскажу какую. Значит, вот такая пряжа я возьму сейчас. Здесь в 50 граммах у меня 210 метров. И это 75% шерсти и 25% полиамида. Но я буду вязать в 2 ниточки. Значит, можно сказать, что в 100 граммах у меня 210 метров. Спицы я возьму 3 миллиметра. Вот такие у меня тоненькие спицы, 3 миллиметра. И буду вязать этими спицами все изделие, да. Значит, для начала вам надо связать образец. Вот я уже связала образец. Я сказала, у меня немножко другого цвета ниточки, да. Вот я связала образец. Причем образец вяжите именно резинкой 2 на 2, потому что вот эта полупатентная резинка, она, когда к ней перейдем, я расскажу, там есть небольшие сложности, тонкости. Поэтому образец вяжите резинкой 2 на 2 и рассчитайте вашу плотность вязания. Значит, у меня получилось в 1 сантиметре 2 петли. То есть, так как я буду вязать на размер 55 сантиметров, вот я посчитала. Значит, смотрите. Значит, у меня в 10 сантиметрах 20 петель. В 1 сантиметре 2 петли. Если я буду вязать на объем головы 55 сантиметров, это 110 петель, но количество петель должно делиться на 4. Поэтому я возьму не меньше, а больше, 112 петель. Значит, мы будем вязать на 112 петлях. И вот эту шапочку лучше вязать не на толстых нитках, потому что количество петель должно быть немножко побольше, чтобы красиво получалась макушка. Здесь вот как минимум у меня, видите, 1, 2, 3, 4, это уже 8 петель, 9, 10, 11 петель только на макушку. Вот, и эти вот такие 11 петель, они идут с каждой стороны. Видите, здесь эти 11 петель, здесь и вот здесь. И когда макушечка получается, она вот переходит, вот видите, вот это лицо, вот так вот, она все переходит на заднюю часть. Вот, поэтому количество петель должно быть как минимум 110, можно чуть больше, но не меньше 100. Тогда, если будет меньше 100, то не получится красивая макушечка. Так, мы сейчас с вами наберем 110, нет, у меня 112 петель плюс 1 на замыкание нашего вязания в круг. Набирать я буду не самым обычным, неправильно сказала, я буду набирать итальянским способом, да? Сейчас я покажу, как это делается. Так, я беру свою пряжу в 2 ниточки, да, и чтобы мне набрать 110 петель, значит, хвостик должен быть метр плюс, ну, скажем, еще сантиметров 40, значит, 1,5 метра, чтобы нам потом не пришлось все переделывать. Я возьму сейчас вот померю, чтобы вот этот мой хвостик должен быть, вот, у меня 1,5 метра, надеюсь, что мне этого хватит. Так, теперь мы берем нашу пряжу. Вот этот хвостик, а сюда идет от клубка, да, на указательный палец идет от клубка ниточка. Беру свою спицу, значит, завожу в этот как бы окошечко, поворачиваю, и вот у меня 1 петелька уже готова. Теперь мы делаем дальше. Вот смотрите, значит, я беру от большого пальца под ниточку, потом сверху указательного, это у меня 1, потом наоборот, от указательного к большому, это у меня 2, от большого к указательному 3, от указательного к большому 4. Итак, мы с вами набираем, значит, я сказала 112 петель и 1 для закрытия. И вот последнюю, вот эту 113 петельку надо будет набрать самым обыкновенным способом, вот так вот, да, как мы обычно делаем, чтобы закрепить наше вязание. Значит, сейчас вы набираете необходимое вам количество петель, я наберу 113 петель. Ну вот, я набрала все свои 113 петель, то, что мне необходимо было. И теперь первый ряд мы сразу не будем замыкать круг. Мы сначала первый ряд провяжем как бы в обратном направлении, чтобы наши петельки все разровнялись, нам было так проще, да? И вот смотрите,
Вот мы можем внимательно, если мы приблизим, вот видите, вот это было как бы набрали как обычным способом. Мы пока ее не смотрим. Смотрим на вторую петельку. Она похожа на изнаночную. Видите, изнаночную. Следующая похожа на лицевую. Так мы начнем вязать. Так как нам надо вязать узором 1 на 1 сначала, мы провяжем вот эту первую. Мы провяжем лицевую. Следующая изнаночная. Лицевая, изнаночная. Но в первом ряду, вот смотрите, сейчас я провяжу вот эту сразу лицевой. А изнаночную в первом ряду мы не будем провязывать, мы будем переснимать ее, но нить у нас будет перед работой. Вот мы ее пересняли. Лицевую мы провязываем, изнаночную нить перед работой. Лицевую провязываем, изнаночную перед работой. И так мы вот провязываем аккуратненько вот наш вот этот первый ряд, да? Еще мы не замыкали наше вязание в круг, мы просто провязываем вот этот первый ряд до конца. И последнюю петлю, она у нас, по идее, должна будет опять лицевой быть, потому что у нас нечетно. Мы ее не будем провязывать, а просто пока переснимем. И потом я покажу, что будем делать дальше. Значит, сначала мы сейчас довязываем этот ряд до конца. И последнюю петельку мы не провязываем, а просто ее переснимаем на правую спицу. Давайте сейчас вот это проделаем. Я тоже закончу этот ряд и потом покажу, что мы будем делать дальше. Ну вот смотрите, я провязала первый ряд, и теперь мы сможем замкнуть наше вязание в круг. Вот видите, если у вас вы в данном случае вы должны использовать спицы или с короткой леской, вот так как у меня, чтобы вот распределили все петельки по леске, или брать наоборот подлиннее леску, и тогда вот здесь вот посерединке вы просто ее вытаскиваете и будете вязать способом Magic Loop. Вот. Вы, значит, разложите вот так же свои петельки, чтобы вот этот край везде вот шел вот внутрь. Да, видите, они по кругу аккуратненько у меня петельки лежат. Теперь, значит, мы берем, вот я вам сказала, последняя петля, вот она у меня не провязана. Вот я ее просто пересняла на правую спицу. Теперь я ее могу вернуть назад на левую спицу, вот так, и через нее я протяну первую петельку на левой спице и могу снять и одеть ее назад. Все, вот мы замкнули наше вязание в круг, видите, и ниточка у меня вот здесь вот на правой спице. Теперь мы должны связать еще один ряд вот таким же способом полой резинки, да, только теперь мы будем лицевую петельку мы будем снимать и оставлять нитку за работой. Вот так я снимаю, нитка за работой. А изнаночную мы наоборот будем провязывать. Лицевую я снимаю, а изнаночную провязываю. Лицевую снимаю, изнаночную провязываю. И так мы с вами вяжем второй круг. То есть, ну, второй ряд, да. Ну вот я закончила вязать второй ряд. Так называем, у нас получилось 2 ряда полой резинкой. И теперь в третьем ряду мы с вами перейдем сразу на вязание резинки 2 на 2. И как вот этот переход сделать, я вам сейчас покажу. Значит, вот начало ряда у нас, я уже могу повесить маркер. И мы смотрим. Вот у нас первая петля лицевая. Значит, я ее провязываю лицевой. Для резинки 2 на 2 вторая должна быть у меня тоже лицевой. Поэтому вот эти вот следующая изнаночная и лицевая, я их должна просто поменять местами. Вот я их переснимаю 2 на левую спицу, то есть на правую. Сзади подхватываю изнаночную и меняю их местами. Вот, и у меня теперь получается лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная. Дальше опять мы смотрим, у нас лицевая. Следующую я должна провязать вот эту вот лицевую. На самом деле можно вот так вот провязать. Я ее сейчас провяжу, сниму изнаночную и одену ее назад. И теперь у меня 2 изнаночных подряд. В общем, вы делаете как вам удобно, но в принципе вы поняли. Нам сейчас должно быть 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Так мы вяжем третий ряд до нашего маркера. И вот я смотрю, мне тоже не очень удобно вязать на эти короткой леске. Я, наверное, сейчас тоже попробую поменять спицы, и мы будем вязать уже способом Magic Loop. Давайте сейчас мы закончим вот этот третий ряд, и потом с вами встретимся. Ну вот смотрите, я связала третий ряд.
И теперь у меня все петельки как мне надо. 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. И сейчас мы можем продолжать вязать просто по кругу резинкой 2 на 2. И, значит, на ширину нашего отворота. Вот посмотрите, у меня вот в этой шапочке связан отворот. Значит, здесь у меня, по-моему, было где-то около, да, 8 сантиметров. Значит, вы вяжете сейчас резинкой 2 на 2 на ту высоту, какой вы хотите, чтобы у вас был отворот. Может, вы захотите, чтобы у вас отворот был двойной. Можно связать его, скажем, 16 сантиметров и потом просто вот так вот завернуть. Будет еще поплотнее, да, шапочка. Это уже на ваше усмотрение, да. Я делала такой одинарный отворот 8 сантиметров. Сейчас мы вяжем нашу резинку 2 на 2 на нужную нам высоту. И потом мы опять с вами встретимся. Ну вот смотрите, я связала свой отворот. Вот он у меня 8 сантиметров. Да? Ну чуть меньше. Ну вы можете 8 связать. Ну у меня так получилось. 8 сантиметров. И дальше что мы должны делать? Вот посмотрите, на этой шапочке, что я сделала дальше? Во-первых, мы сделаем сейчас линию перегиба, да? Где вот этот отворот, будет сразу видно, где у нас перегибается. И под отворотом я связала немножко резинку 1 на 1, вот 3 сантиметра. Ее можно чуть-чуть по длине, можно 4-5 сантиметров сделать. Вот эта резиночка, чтобы наша шапка поплотнее прилегала к голове, да? Здесь петелек меньше, чем на резинке 2 на 2. Я сократила 10% петель, чтобы вот здесь чуть-чуть было поплотнее к голове. И вторая причина, потому что когда мы начинаем переходить на вот эту пышную, скажем, жемчужную резинку, шапка становится более объемной, да? Вот посмотрите, здесь вот количество петель меньше, чем на резинке. Тем не менее, она смотрится даже немножко шире. Поэтому, чтобы совсем не было такой вот разницы по ширине, я вот здесь вот после перегиба сократила количество петель. И как мы это будем сейчас делать? Мы сейчас будем вязать один ряд полностью лицевые петли. И в этом ряду, вот ряд перегиба, мы сразу сократим количество петель. Вот посмотрите, у меня, значит, сейчас 112 петель. Значит, 1/10 часть, 10%, это 11,2 петли. Вот. Но у меня количество петель должно оставаться кратным 4. Поэтому я сокращу не 11 петель, а чуть в меньшую сторону. 8 петель я сокращу. И тогда у меня 112 минус 8 останется 104 петли. И вот это 104 делится на 4. Получается, сколько там у нас получается? 32, если правильно посчитать. Нет, у нас получается 104 на 4, 26. Что-то я совсем... На 4 будет 26, да? 25, да, 26 будет. Ну, в итоге она делится, это число делится на 4. Значит, нам надо сократить 8 петель. Как мы это сделаем? Значит, я вот это количество петель 112 делю на 8. И у меня получается на 8, значит, 10. 80 на 10, на 8 это 10, и 32, и 4. Получается 14 петель. 14. Если 112 мы разделим на 8, получается 14. Значит, каждую 13 и 14 петлю я буду провязывать вместе. Сделаем одну из этого. Вот смотрите, я сейчас беру свое вязание. И этот ряд мы сейчас провязываем все лицевыми. И мы начинаем вязать лицевыми, я считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13, 14 я провязываю как одну. Все, мы одну петлю сократили. Дальше 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, опять 13, 14 я провязываю вместе. Это у меня 2. Итак, я сейчас свяжу ряд до конца. Если я правильно рассчитала, у меня как раз получится 8 петель. Вы можете тоже считать. И так даже проще. Это сказала, одну я сократила, вторую сократила.
теперь дальше буду считать. Итак, я сейчас довяжу ряд до конца и посмотрю, что у меня получится. Ну вот смотрите, я этот ряд провязала все лицевыми и сократила 8 петель. Значит, вот это ряд перегиба, если посмотрите, когда мы загнем нашу шапочку, вот он здесь с этой стороны, будут все петельки изнаночные. И теперь мы продолжаем вязать резинкой 1 на 1. Еще мы не вяжем нашу жемчужную резинку, мы еще вяжем вот этот кусочек резинкой 1 на 1. Здесь вот я вязала на этой шапке, мне получилось, ну, почти 3. Ну, можем связать 4 сантиметра, чуть-чуть, да, вот этот кусочек будет, который будет поплотнее прижиматься у нас к голове. Значит, мы сейчас вяжем резиночкой 1 на 1 4 сантиметра от линии перегиба. Ну вот, смотрите, я провязала вот эти свои 5 сантиметров, то, что я говорила, вот резинка 1 на 1. Вы, пожалуйста, не смотрите на то, что я взяла другой цвет. Просто у меня вот такая проблема, я боюсь, что мне не хватит на шапку, мне чуть-чуть не хватит. И так как у меня была такая же шерсть, только чуть-чуть другого цвета, она по толщине, все подходит. Я просто думаю, что вот я когда отверну, вот этого кусочка у меня видно не будет, шапка пойдет дальше, да, и меня это спасет. Может, у кого-то такая же проблема, можете также решать ее, да. И вот теперь что мы делаем? Вот мы провязали вот этот кусочек резинки. И теперь мы будем мерить от перегиба, от линии перегиба. Вот она у меня здесь тоже, вот эта линия перегиба, да. От нее до того места, как мы начнем вот формировать нашу макушечку, вот от перегиба. Значит, нам надо связать общее количество 15 сантиметров. Уже мы сейчас перейдем вязать резинкой вот этой полупатентной, да? Значит, всего 15 сантиметров. Из них вот 5 у меня уже связано. Сейчас мы переходим на полупатентную резинку. Я вам покажу, как вязать, чтобы она у нас выходила по лицу. Значит, я еще провяжу сантиметр вот этой другим цветом, но вы на это не обращайте внимания. Вы вяжете одним цветом. И как вязали, так и вяжите дальше, да? Итак, вот мы начинаем вязать нашу полупатентную резинку. И первый ряд, чтобы у нас выходила она по лицу, мы вяжем так. Лицевая, изнаночную снимаем с накидом. Лицевая, изнаночную снимаем с накидом. Итак, мы вяжем наш весь ряд до конца. А второй ряд мы вяжем, значит, будем вязать лицевую лицевой, а та изнаночная, которая у нас с накидом, будем вязать просто изнаночной. Значит, первый ряд мы вяжем лицевая, изнаночную снимаем с накидом, а второй ряд вяжем лицевая, изнаночную вместе с накидом провязываем изнаночной. Это вот весь раппорт нашей полупатентной резинки. Значит, нам сейчас надо провязать вверх, значит, общая сложность 15 сантиметров. От места перегиба 15 сантиметров. Вот это место перегиба у нас прекрасно видно, да, где вот мы делали ряд лицевыми, а с изнанкой получился ряд изнаночными. Значит, все понятно, да? Мы сейчас вяжем с вами полупатентной резинкой до того места, когда мы начнем формировать нашу макушку. Так, я провязала мою шапочку на нужную мне высоту. Я даже немножко увлеклась, у меня получилось не 15, а 16 сантиметров. Но я думаю, не очень это страшно. Значит, дальше что мы делаем? Вы, значит, имеете представление. Вот у меня сейчас на спицах 104 петли. Вот эти 104 петли я делю на 4, и у меня получается 26. Значит, вы свое количество петель, если у вас чуть больше или чуть меньше, просто поймите смысл, да, как это все делать, и разделите пропорционально. Я вам сейчас рассказываю так, как у меня есть. Значит, у меня, если я 104 разделю на 4, у меня получится 26 петель. Значит, сейчас я приготовила вот такие вот желтые маркеры. Это временные маркеры, их особенно мы их использовать не будем. Но, значит, мне надо, чтобы посерединке была изнаночная петля. Значит, я смотрю. Вот у меня начало ряда. У меня в начале ряда идет лицевая петля.
Видите, вот начало ряда у меня лицевая петля. Поэтому я отмечаю изнаночную петельку, которая идет перед предыдущей, вот, то есть последняя петля в предыдущем ряду. Вот она у меня изнаночная. И от нее я начинаю считать мои 26 петель. Вот смотрите. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Следующая петля у меня опять изнаночная. Я опять на нее вешаю вот такой временный маркер и опять отсчитываю 26 петель. И я вот должна все мое вязание я разделила так на 4 части и повесила на изнаночную петлю вот такие временные маркеры. Теперь я подготовила, значит, у меня, так как у меня 4 маркера таких вот временных, 8 зеленых маркеров. И вот эти 8 зеленых маркеров я должна повесить в каждую сторону от этого моего временного маркера. То есть 4 петли в одну сторону, 4 петли в другую сторону. И вот я сейчас это делаю. Вот у меня изнаночная петля, я считаю 1, 2, 3, 4. Я вешаю зеленый маркер в одну сторону. И 1, 2, 3, 4 я вешаю зеленый маркер в другую сторону. Вот. И вот это у меня участок, он должен заканчиваться, то есть начинаться изнаночной петлей и заканчиваться изнаночной петлей. Вот если у вас больше петель, вы можете сделать 11 петель. Если меньше количество петель, более толстая нитка, вы можете сделать 7 петель. Но в любом случае вот это количество петель должно быть нечетным и заканчиваться изнаночной петлей. Вот, это у меня один участок. Подхожу дальше вот к этому временному маркеру и опять вешаю 4 петли в одну сторону. 1, 2, 3, 4. В одну сторону вешаю зеленый маркер. И 4 петли в другую сторону. 1, 2, 3, 4. Вешаю зеленый маркер в другую сторону. Я их пока не закрываю. Я вам сейчас расскажу почему. Второй участок. Так, третий участок опять. 1, 2, 3, 4. И в эту сторону 1, 2, 3, 4. И последний участок у меня остался. Опять. Значит, 1, 2, 3, 4. И в эту сторону 1, 2, 3, 4. Вот эти 9 петель, которые у нас между зелеными маркерами, вот посерединке временный маркер, и 9 петель зеленые. Здесь тоже 9 петель зеленые, 9 петель зеленые и 9 петель зеленые. Вот этот участок, он будет оставаться у нас без изменения до тех пор, пока мы не закончим убавление по нашей макушечке. И чтобы не путаться, мы должны будем убирать петли вот между вот 9 петель мы осталось, будет постоянно, а вот этот участок мы должны будем сокращать. И чтобы мне не спутаться, где начинать сокращение, в начале этого участка я вот зеленый маркер поменяю на желтый. И я буду знать, что на желтом маркере я буду начинать сокращение, и на следующем зеленом я буду их заканчивать. Вот я теперь вижу, что желтый маркер — это мой знак, где мне надо начинать делать сокращение. Теперь я дальше переворачиваю. Опять вот этот мой участок, вот этот временный, тоже уже могу убрать маркер. Вот этот мой участок 9 петель, а вот здесь я должна буду начинать сокращение. Я вот этот зеленый маркер поменяю на желтый и тоже могу его уже закрыть. И вот буду делать от желтого я начинаю, следующий зеленый я буду начать желтого в одну сторону, а зеленого в другую сторону. Теперь у меня опять мой следующий участок. Вот у меня посередине я его убираю
и вот этот зеленый маркер я поменяю на желтый. И буду знать, что здесь я начну делать сокращение. Правильно я сделала. Здесь участок, он остается постоянный. Здесь у меня зеленый маркер, мои 9 петель. А вот где 9 петель заканчивается, вот этот зеленый я поменяю на желтый. Значит, мои сокращения будут начинаться там, где желтый маркер. И еще у меня зацепилось. Остался последний участок. Нет, он не остался, просто я не убрала вот этот маркер. Итак, вот у нас наше начало ряда. Вот эти 9 петель. Там, где желтый маркер, мы начнем делать сокращение. И вот у нас так. Вот здесь я еще не поменяла. Еще 4-й желтый маркер. Все. Я все маркеры сделала. И вот смотрите, что у меня получается. Вот у меня начало ряда. Вот первый участок, 9 петель. Здесь я начну делать сокращение. От желтого до следующего зеленого мы будем делать сокращение. Слева направо, то есть справа налево, а здесь слева направо. Я сейчас покажу, как это делается. Потом 9 петель мы провязываем без изменения. Следующий опять от желтого мы начинаем сокращение. Влево-вправо. 9 петель без изменений. Итак, у нас 4 участка по 9 петель, где мы не будем делать сокращение. Теперь о том, как мы будем делать сокращение. Значит, я буду делать сокращение в каждом 6-м ряду. Вот смотрите, я для себя нарисую 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом я буду делать сокращение. Дальше 7, 8, 9, 10, 11, 12. В 7-м я буду делать сокращение. Дальше 13, 14, 15, 16, 17, 18. В 13-м я буду делать сокращение. И 19, 20, 21, 22, 23 и 24. И в 19-м я буду делать сокращение. То есть я буду делать 4 раза сокращение. Вот посмотрите. Если возьмете эту шапочку, видно. Здесь раз сокращение, 2, 3 и 4. В каждом 6-м ряду. Вот мы сейчас начнем с вами вязать. Вот этот, значит, у меня условно первый ряд, тот ряд, где я начну делать сокращение. И, значит, когда мы подходим к тому месту, когда мы начнем делать сокращение, у вас должен быть ряд без накидов. Вот сейчас вот этот ряд, где мы будем делать накиды. Ну, давайте мы посмотрим, как это все происходит. Значит, вот у нас первый ряд, где мы будем делать с вами сокращение. Вот я беру, значит, вытаскиваю спицу и начинаю вязать этот ряд. Лицевая, накид, лицевая, накид. И вот после желтого маркера мы должны будем делать сокращение. Сокращать мы будем сразу по 2 петли. То есть вот это у нас косичка будет оставаться с лицевой стороны петли, а вот эти 2 вместе, то есть 2 мы должны будем сократить. Как мы будем это делать? Значит, вот эту петельку я сейчас переношу, просто снимаю со спицы, переношу ее на левую, не провязывая. Вот эти 2 я провязываю 2 вместе, и петельку с правой спицы я переношу наверх. И вот у меня получилась косичка. Я сократила 2 петли, видите, и у меня осталась вот эта косичка, она будет продолжаться. Дальше я провязываю лицевую, то есть изнаночную снимаю с накидом, лицевую провязываю, изнаночную снимаю с накидом, лицевую провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю. И теперь я смотрю, мы должны подойти к зеленому маркеру, и здесь у нас должно остаться 1, 2, 3 петли. Значит, вот я еще 3 могу провязать. Изнаночную снимаю, лицевую провязываю,
изнаночную снимаю. Вот у меня осталось 3 петли. И вот эти 3 петли мы провяжем просто 3 вместе. Так нам надо делать наклон вправо. Вот смотрите, вот я ввожу аккуратно. Можно сначала вот ввести с этой стороны, как бы подтянуть эти петельки. Вот так вот, да. И потом ввожу спицу сразу в 3 петли. Вот. И провязываю их все вместе лицевой. Вот у меня получается та же косичка. Маркер я. Его застегнуть надо, да, чтобы он не мешался. Вот. Мы сократили с одной стороны 2 петли и с другой стороны 2 петли. Теперь между зеленым и желтым маркером мы ничего сокращать не будем. Мы просто их провяжем. Накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И здесь тоже надо делать просто накид, снять изнаночную. Вот я тоже не попала. Эти желтые марки попала в петельку. Значит, я должна накид и мой маркер желтый. Вот. Между желтым маркером и зеленым я опять буду делать сокращение. Для этого что я делаю? Я первую петлю просто переснимаю, 2 следующие провязываю вместе, и вот эту третью через нее протягиваю вот эти 2 провязанные. И дальше вяжу по рисунку. Изнаночную снимаю с накидом, лицевую провязываю. Лицевую провязываю, изнаночную с накидом, лицевую провязываю, изнаночную с накидом, лицевую провязываю, изнаночную с накидом, лицевую провязываю. И так смотрим до маркера. Мы не довязываем 3 петли. 1, 2, 3. Значит, еще одну изнаночную я с накидом сниму. И теперь мы провязываем вот эти 3 петельки просто вместе. Я их как бы немножко так подтяну и ввожу спицу с этой стороны в 3 петельки вместе и провязываю лицевую. Все. Вот мы сократили. Не очень хорошо мне получилось. Давайте еще раз попробуем. Так, вот у меня лицевая, изнаночная, лицевая. И так аккуратненько я ввожу во все 3 петельки. И провязываю одной. Вот сейчас получилось у меня хорошо. Все. Теперь мы опять, у нас между зеленым и желтым маркером мы ничего не делаем. Я лицевую, изнаночную снимаю с накидом и лицевую провязываю. Изнаночную снимаю с накидом и лицевую провязываем. Изнаночную снимаю с накидом. Это мы подошли к нашему началу ряда. Значит, здесь мы в начале ряда мы должны вот перед желтым маркером нет, извините, это не начало ряда, это середина ряда. Сейчас мы продолжим с вами. Так, я перетяну мою спицу. Так, да. Это значит между зеленым и желтым маркером мы ничего не делаем. Я продолжаю вязать лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную снимаем. И вот между желтым маркером и зеленым мы опять должны сократить по 2 петли с каждой стороны. Первую петельку я просто переснимаю, 2 остальные провязываю вместе лицевой, и через вот эту первую я их протягиваю. Вот мы сократили 2 петли. Дальше вяжем по рисунку. Изнаночную снимаем с накидом, лицевая, изнаночную снимаем, лицевая, изнаночную снимаем, лицевая, изнаночную сливаем, лицевая, изнаночную снимаем, лицевая, изнаночную снимаем и смотрим, не довязываем 3 петли до зеленого маркера. Как раз 1, 2, 3 петли. Значит, я должна вот эти 3 петельки, я их так немножко подтяну и должна ввести спицу вот с этой стороны, вот в 3 петли. Так. И я провязала их все вместе. Вот у меня получилось сокращение. Дальше опять между зеленым и желтым мы ничего не делаем. Мы просто провязываем по рисунку.
лицевую снимаем, то есть провязываем, изнаночную снимаем с накидом, лицевую провязываем, изнаночную снимаем с накидом. И опять мы подошли, я думаю, что почти последнее, да, последнее наше сокращение. Так, между желтым и зеленым. Значит, желтый маркер — это там, где мы начинаем делать сокращение. Опять у меня 3 петли. Первую я снимаю, 2 остальные провязываю и через первую снятую петлю протягиваю вот эти 2 провязанные. Дальше изнаночную снимаю с накидом, лицевая, изнаночную снимаю с накидом, лицевая, изнаночную снимаю с накидом, лицевая, изнаночную снимаю, лицевая, изнаночную снимаю, лицевая, изнаночную снимаю, и вот 3 петли у нас до зеленого маркера. Вот эти 3 петельки мы должны провязать все вместе с наклоном вправо. Вот я ввожу спицу аккуратненько во все 3 петли и протягиваю. Вот я сократила здесь тоже. Переношу зеленый маркер. После зеленого маркера мы сокращение не делаем, мы просто вяжем по рисунку. Изнаночную снимаю, лицевая, изнаночную снимаю с накидом, лицевая, изнаночную снимаю с накидом. И вот мы с вами подошли к нашему началу ряда. Я здесь уже не вешаю маркер, я знаю, так как у меня здесь вот виден хвостик, я вижу, что здесь у меня начало ряда, чтобы просто лишних маркеров не вешать. Но вы можете здесь повесить, если вам так будет проще, можно повесить, скажем, вот розовый маркер сюда. Это будет маркер означать начало ряда. Это мы с вами провязали первый ряд, сделали сокращение. И вот я, посмотрите, первый ряд я провязала, я его зачеркну. Следующий, 5, еще 1, 2, 3, 4, 5 рядов мы вяжем просто по рисунку без сокращений. И будем отмечать, да, когда мы свяжем эти ряды. В 7 ряду мы будем делать такие же сокращения, как мы только что с вами сделали. После желтого маркера мы сокращаем 2 петли, и перед зеленым мы сокращаем 2 петли. Между зеленым и желтым 9 петель провязываем без изменений. Итак, 4 раза. Значит, в каждом ряду, когда мы делаем сокращение, мы сокращаем 16 петель. То есть 4 раза по 4 петли. Итак, если кто-то вяжет так же, как и я, такое же количество петель, мы должны с вами сделать 4 раза. Давайте мы для точности, мы сейчас провяжем с вами, сделаем 3 раза сокращений, то есть провяжем 18 рядов. Вот это мы сокращение сделали. Сейчас мы вяжем 5 рядов без, просто по рисунку. В 7 опять делаем сокращение, потом 5 рядов по рисунку. В 13 мы сделаем сокращение 5 рядов по рисунку. И в 19 ряду мы с вами встретимся. Ну вот, я провязала свои 18 рядов, как мы с вами договаривались, да. И сейчас мне надо вязать 19 ряд. И значит, что у меня получилось? Вот между моим желтым и зеленым маркером, там, где я делала сокращение, у меня сейчас 5 петель. А мне надо, чтобы у меня осталось 2. То есть вот эти 2 косички, где мы делали сокращение. И, значит, как я это буду делать? Значит, я не знаю, сколько петель у вас. Если у вас получилось, скажем, 3 петли осталось, вы можете, значит, уберете только 1 петлю сейчас вот в этом ряду. Если у вас осталось больше, скажем, там, не знаю, 7, вы 4 уберете. Ну, в общем, короче говоря, надо прийти к тому результату, чтобы здесь у нас между желтым и зеленым маркером у меня осталось 5 петель. И вот здесь мы сейчас будем делать немножко по-другому. То есть в идеале мне надо, чтобы здесь уже осталось только 2 петли, вот эти 2 дорожки. Поэтому, как у вас там получается, вы смотрите. Но вот у меня получается так. Значит, сейчас я начинаю вязать ряд. Вот я подошла к своему желтому маркеру. И вот у меня здесь 5 петель между желтым и зеленым. Значит, первое сокращение я сделаю, уберу 1 петлю. Вот. А вот эти 3 я сделаю так, как мы и делали. Все. Вот у меня сейчас здесь 2 петли только.
Дальше мы провязываем по рисунку. И вот 4 раза между желтым и зеленым маркером мне надо сократить так, чтобы у меня осталось только 2 петли. Ну, принцип вы поняли, да? Я сейчас вот буду дальше делать. Значит, в этом ряду я сделаю так, чтобы между желтым и зеленым маркером у меня было только 3 петли. Вот сейчас я сделаю еще раз. Вот эту я переснимаю изнаночную, провязываю и протягиваю петлю. Это у меня здесь одна дорожка, а вот эти 3 петельки я сделаю все вместе. И вот у меня 2 петли здесь. И так дальше. Мы закончим сейчас вот этот ряд, да? Вы сделаете то же самое, чтобы вот эти кусочки, где у вас, где мы все сокращали, да, вот видите, пришло, вот этот кусочек пришел к 2 петелькам между, а вот посередине 4 раза по 9 петель, они как бы у меня остались без изменений. Все, я довязала вот этот мой ряд, и во время провязывания я уже поменяла цвета маркеров, и вам советую тоже сделать это. Вот задняя площадка из 9 петель, я ее обозначила 2 зелеными маркерами, и фиолетовый — это начало ряда. И переднюю площадку, которая у меня симметрична, здесь у меня 2 желтых маркера обозначают переднюю площадку. Все остальные маркеры я убрала. Значит, у нас обозначено 9 петель впереди и 9 петель сзади. И чтобы не путаться, задние 9 петель у меня зеленые маркеры, а передние 9 петель у меня желтые маркеры. И теперь смотрим. Сейчас следующая наша работа, нам надо будет формировать нашу макушечку, но так как это мы будем делать уже поворотными рядами, лучше сейчас вот этот ряд еще провязать, так как он, видите, у меня получился ряд с накидами. Вот я сейчас его провяжу и начну формировать макушку, когда у меня будут все лицевые, то есть все петли одинарные, без накидов. И тогда мы будем делать накид в лицевом ряду, развернемся, а в изнаночном мы будем накид провязывать вместе с петлей. И так легче сохранять рисунок. Значит, сейчас мы с вами провяжем еще один ряд, так, чтобы у меня не было накидов. Просто я сейчас должна провязать еще один ряд. И потом мы продолжим. Вот я провязала этот ряд. Сейчас я нахожусь в середине ряда. Вот мой фиолетовый маркер. И что мы теперь должны делать? Мы должны провязать весь этот ряд до второго желтого маркера. Вот эта площадка у нас посередине шапочки впереди. Мы провязываем до второго желтого маркера. И здесь мы соблюдаем узор. Значит, мы здесь будем сейчас делать накиды, да, вот у нас тот ряд, где мы должны делать накиды. Вот я вяжу лицевая, накид, лицевая, накид, зеленый маркер. Здесь у меня 2 лицевых. Помните, мы сошлись на 2 лицевых. Дальше опять накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Лицевая, накид, лицевая, сейчас опять у нас 2 лицевых, да, еще один сегмент. И вот мы подошли к желтому маркеру. Здесь я вяжу накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая и накид. И подошли мы к этому второму желтому маркеру. Вот я ее переснимаю. И вот эту лицевую петлю, дорожку, одну из этих 2, мы теперь должны будем связать вместе со следующей. Для этого мы эту петельку меняем стенку и провязываем вот эти 2 петли, следующие, вместе лицевой. Вот видите? И мы с вами в этом месте разворачиваемся. Теперь мы вяжем в обратном направлении опять до нашего желтого маркера. Значит, вот эту первую петельку мы просто снимаем, там, где мы провязали 2 вместе, переношу желтый маркер. И теперь по рисунку здесь мы вяжем лицевую с накидом вместе лицевой, так как мы вяжем с изнанки сейчас.
изнаночную провязываю, лицевую с накидом, изнаночную провязываю, лицевую с накидом, изнаночную провязываю, лицевую с накидом, изнаночную провязываю, лицевую с накидом. И вот мы подошли к желтому маркеру. Я его переснимаю. И следующую петельку провязываю вот это, где у нас косичка, со следующей. Буду провязывать вместе, но в данном случае изнаночной, потому что мы находимся с изнаночной стороны. Но эту изнаночную буду провязывать изнаночной бабушкиным способом. Вот я его провязала. И опять мы разворачиваемся. Дальше. Эту петельку я переснимаю маркер, и теперь смотрим опять по рисунку. Изнаночную делаем с накидом, лицевую провязываем, изнаночную 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 с накидом, переснимаем желтый маркер, и опять у нас следующая петля, вот эта наша косичка, мы ее переснимаем и меняем стенку и провязываем со следующей петлей вместе лицевой. Разворачиваемся. Здесь что у нас получается? Мы развернулись. Опять изнаночную я просто переснимаю. Маркер переношу и вяжем. Теперь лицевую с накидом, изнаночную, изнаночную, лицевую с накидом, изнаночную, изнаночную, лицевую с накидом, изнаночную, изнаночную, лицевую с накидом, изнаночная, изнаночная и лицевую с накидом. Опять подошли к желтому маркеру. Я его переснимаю. И следующую петлю, вот с этим уже с накидом вместе, да, я провяжу вместе изнаночной, но бабушкиным способом. Все. Опять мы можем с вами разворачиваться. И вы понимаете, у нас теперь проходит вот это мероприятие, да, как сказать, мы вот нашу вот эту площадку из 9 петель, она у нас остается, но мы закрываем, то есть захватываем постепенно по одной петельке здесь сбоку, с одной стороны и с другой стороны, пока мы не дойдем до вот этих зеленых маркеров. Так все время будем разворачиваться, да, и у нас тогда вот получится вот эта вот площадочка, видите, вот здесь мы ее связали, и теперь мы вяжем вот эту часть. Мы вот закрываем, то есть захватываем все время по одной петле, с одной стороны, с другой, с одной стороны, с другой, пока мы не дойдем вот до этих 9 петель, которые у нас сзади. И потом мы просто этот шов закроем, да. Сейчас продолжаем вот такими вот разворотами туда-сюда, туда-сюда. Значит, в лицевом ряду мы лицевой петлей провязываем 2 вместе, в изнаночном ряду мы провязываем изнаночной. И так мы довяжем, будем вязать с вами, пока мы не достигнем наших зеленых маркеров. Давайте продолжим. Ну вот смотрите, все, я закончила. Вот моя макушка. Вот я провязала эти 2 косички, забирала каждый раз по одной петельке с каждой стороны. И я дошла до того места. Вот смотрите, у меня на задней спице, ну, если так сказать, сзади шапочки, вот у меня вот эта полоска задняя, у меня на ней 9 петель. А на передней полосочки спицы у меня 9 петель плюс по одной с каждой стороны, вот это моя косичка. Значит, здесь у меня 11 петель, а здесь у меня 9 петель. И вот сейчас мы соединим вот эти петли, чтобы закрыть вот эту нашу макушку, и на этом наше вязание будет закончено. Можно как сделать? Можно, конечно, кто большой перфекционист, можно эти петли соединить таким швом, петля в петлю, чтобы его не было видно. Но я считаю, что, ну, как бы я думаю, что здесь не настолько это все принципиально, чтобы тратить на это еще очень дополнительное время, да, потому что это как бы, ну, надо посидеть и помучиться. Поэтому я сделала немножко по-другому. Сейчас покажу как. Вот видите, вот у меня вот эта шапочка, вот она тоже связана. Вот как бы все эти соединения мои идут, вот эта макушка заканчивается, и вот этот шов, вот где он закончился. И я вам покажу сейчас, как я его сделала. Я думаю, что, ну, не принципиально, тем более, что вот этот шов, он идет сзади шапочки, его не очень не видно будет, а передняя часть макушечки получилась очень красиво. Значит, как я это делаю? Ну, во-первых, убираем все маркеры, они нам уже больше не нужны, чтобы они нам не мешали.
посередине маркер тоже он не нужен. Так, и как я это делаю? Вот еще один у меня маркер остался. Ну, во-первых, значит, надо обрезать нашу ниточку так, чтобы нам хватило на закрытие этих петель. Я думаю, что тут, ну, полметра точно хватит, да? Вот я сейчас обрежу эту ниточку где-то полметра. Кстати, я немножко погорячилась, что я вставила другой цвет. У меня ниток, я думаю, что хватило бы. Вот у меня осталось такие моточки. Я думаю, что мне хватило бы на эту полоску. Но как бы лучше так, чем если бы мне не хватило, мне пришлось бы что-то здесь сочинять. А эту полосочку, вот шапка, когда будет отворачиваться, ее и не видно будет. И как бы я спасла ситуацию. Это, кстати, вот хороший способ. Если у вас чуть-чуть не хватает ниток, вы видите, что у вас меньше, чем надо, вы всегда можете вот эту внутри полоску сделать, ну, чуть-чуть отличающимся цветом, и это будет не так заметно, да? Значит, что мы с вами делаем дальше? Я беру вот эти, попробуем так вот эти две спицы. Вот я их сложила вместе. Ниточку, которую мы оставили, я ее сразу засовываю вот как бы в серединку. Теперь я беру вот эти две спицы, соединяю их вместе и постараюсь вот так вот аккуратненько вот одну вот так вот как бы засовываю внутрь и вторую также засовываю внутрь. Вот. Теперь мы с вами шапку выворачиваем. И у нас вот эти две спицы, они уже с этой стороны. Вот мы их вытягиваем. Здесь у нас с этой стороны еще осталась леска. Вот леска выходит на эту сторону. Все. Вот у нас вот эти две спицы, которые мы сейчас должны соединить в петельки. Значит, что я делаю? Я вот так складываем их вместе. И вот вы помните, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот на нижней у меня 11. На этой у меня 9 петель. Значит, первый раз, когда я провяжу, ну, во-первых, я возьму сейчас еще одну спицу. Мне нужно, если у меня здесь строечка, я возьму еще одну спицу, которую я буду вязать. Я возьму вот одну чулочную спицу, ну, примерно одинаковой толщины. Вот, я взяла такую же спицу. И что мы сейчас будем с вами делать? Значит, я беру петельку, то есть спицу. Вот эти две петли, которые у меня на той спице, где у меня 11, я их переношу на первую спицу, и мы свяжем с вами вместе 3 петли. Вот эти 1, 2 и 3 здесь получается с накидом, да, вот она была как бы по рисунку, остался еще накид, и получается вот эти все вместе я провязала одной петлей, их можно снять. Дальше беру теперь уже по одной лицевую отсюда, переношу на переднюю спицу и провязываю их вместе изнаночной. Так, теперь дальше берем лицо вот отсюда сюда переносим и провязываем вместе лицевой. Следующую петлю переношу на эту спицу и провязываю вместе изнаночной. Так, дальше переношу следующую петельку и провязываю вместе лицевую. Следующую провязываю вместе изнаночную. Вы провязываете так, как вот здесь смотрите. Если здесь лицевая на передней спице, значит провязываем лицевой. Если здесь изнаночная, провязываем изнаночной. Вот я беру следующую, переснимаю и
Здесь лицевая, значит провязываем вместе лицевой. И теперь еще одну переснимаю, провязываю вместе изнаночной. И последний у нас осталось опять 2. На задней спице у нас 2 петли, а здесь 1. И вот мы все 3 вместе провяжем лицевой. Все, мы закончили. И теперь вот этот ряд нам с вами надо просто закрыть. Значит, я беру первую петельку, я переснимаю, провязываю лицевую, протягиваю через спицы, лицевую, протягиваю предыдущую. Просто обыкновенное закрытие петель. Вот еще чуть-чуть у нас осталось. И последняя петелька. И провязываем. Все. Мы работу нашу закончили. Эту ниточку можно вытащить. Вот это наша изнаночка. Изнаночная часть работы наша, да? Сторона работы. Сейчас мы перевернем с вами на лицо и посмотрим, что у нас получилось по лицу. И по лицу вот у нас получилось вот этот шов. Ну, я думаю, что в принципе и еще для такого рисунка это все нормально. Значит, вот наша шапка готова. Здесь сделаем отворот. Вот, посмотрите, какая красота получилась, да? Значит, теперь нам останется что сделать? Мы сейчас заправим вот эти все ниточки, которые у меня внутри, мне их больше получилось за счет того, что я вводила еще один цвет, да? Я заправлю все хвостики, я постираю эту шапочку, и, в принципе, можно теперь уже ее носить. Значит, еще раз повторюсь, у меня, я думаю, что 100 грамм мне хватило бы, потому что у меня ниточки еще остались. Вот у меня получилось 2 шапочки, вот одна посветлее, одна потемнее. Ну, можно связать, скажем, 2 шапочки для него и для нее разных цветов. А на сегодня все, что хотела я вам показать и рассказать. До следующих встреч. С вами была Светлана.